Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, какие новости и какие ожидаются движения по фондовому рынку, по рублю, доллару, нефти, золоту, серебру и другим активам. Так, друзья, все новости испещрены событиями, которые произошли в небе Белоруссии. Когда то ли в результате заявления об опасности, то ли в результате перехвата истребителем-перехватчиком был посажен гражданский авиалайнер, и оттуда был изъят один из основателей и ведущих известного телеграм-канала Next, если не ошибаюсь. Сейчас идет масса дискуссий относительно того, зачем это было сделано и почему. Действительно, действие по меньшей мере необычное. Наверное, такого мировая история еще не знала, что гражданское судно, которое принадлежит иностранной компании, перехватывают в небе и оттуда забирают человека. Поэтому в любом случае, я думаю, это событие оно не пройдет бесследно. Наверняка оно приведет к каким-то очень серьезным санкциям и последствиям. Я думаю, это просто безусловно. Одно следует из другого. Давайте с вами подумаем, почему это все-таки произошло. А произошло оно, скорее всего, потому что сегодня начинается саммит лидеров ЕС. И, видимо, к этому событию приурочены эти трюки с самолетом, для того, чтобы оказать какое-то влияние на лидеров ЕС и создать новую интересную повестку. Кроме того, в начале июня как раз в Европе запланирована встреча между президентами России и Америки. И вот это событие, оно может, в общем-то, очень негативно повлиять вообще, в принципе, на возможность этой встречи и на ту повестку, которая будет фигурировать на этой встрече. Так, и сегодня, если смотреть события экономические в мире и в Соединенных Штатах, вроде бы ничего такого серьезного пока что не ожидается. Но кроме этого волшебного инцидента с самолетом и изъятием оттуда лидера канала Next, одного из лидеров. Так, друзья, еще не утихает прогноз по инфляции в Соединенных Штатах. Многие и аналитики, и менеджеры американских инвестбанков склоняются к тому, что в конце этого года, во второй половине или в начале 2022 года инфляция начнет падать, сокращаться. Они не учитывают только два момента с моей точки зрения. Первый момент заключается в том, что на историческом таймфрейме, если рассматривать, инфляция такая штука, она, скажем так, не так сразу возникает и разгоняется, и еще сложнее ее затормозить и перевести в надлежащее состояние. То есть они, с моей точки зрения, чрезмерно оптимистично смотрят на эту проблему. Второй момент, который усугубляет первый, заключается в том, что никогда до нынешних времен человечество не знало такой массовой эмиссии денежных средств в виде различных продуктов, в виде различных возможностей. Соответственно, вот эти два факта, помноженные друг на друга, мне кажется, они не дадут прийти инфляции в норму. И даже если таковое произойдет, оно будет носить краткосрочный характер, и потом произойдет то, чего все меньше всего ждут. Что-то вырвется наружу, и мы увидим галопирующую инфляцию. Так, изменение схемы работы получения эфириума, оно в ближайшей среднесрочной перспективе может значительно увеличить интерес к эфириуму и значительно и вызвать еще один виток рост цен. С чем это связано? Это связано с сокращением затрат энергии на майнинг эфириума. На текущий момент масса обсуждений по поводу крипты. Кто-то говорит, что это все последний пик, в то время как есть масса аналитических материалов, которые указывают на то, что это, в общем-то, один из пиков. Сейчас будет спад, и потом будет опять перехай, как мы наблюдали в текущем году. То есть раз в 4 года получается максимум. Но с моей точки зрения не все так однозначно. И текущая инфляция, которая не взята под контроль, и скорее всего она не будет взята под контроль, я думаю, она рано или поздно придет к тому, что начнут расти опять в том числе и криптоактивы. Так, в Китае начинаются проблемы, которые пока носят символический характер. Там
была некая такая башня, которая являлась символом новой китайской экономики. Ну, это высотное здание, построенное, и оно начало очень сильно колебаться, очень сильно шататься. То есть и ранее там были движения колебательные, но на это не обращали внимания. И сейчас эти колебательные движения стали достаточно сильными, достаточно ощутимыми. Ну, казалось бы, здание, да бог бы с ним, ну, болтается и болтается. Но фишка заключается в том, что это символ вообще развития китайской экономики, по какому пути экстенсивному она идет. И с моей точки зрения есть некий символизм, что в какой-то момент времени, уже, я думаю, не такой долгий, начнется шатание и брожение в различных частях китайской экономики. И здесь уже китайское правительство императивными мерами не сможет предотвратить какой-то обвал или какой-то крах, который произойдет в силу комплексных причин. Так, ну и мы вошли в эпоху, когда все дорожает, предрекают значительное подорожание машин из-за того, что выросло в цене сырье, и, соответственно, те высококвалифицированные кадры, которые работают на заводах, они тоже требуют и потребуют увеличения зарплаты, и таким образом получается авторазгон инфляции. То есть нужны, с одной стороны, большие расходы для того, чтобы экономику поддерживать, с другой стороны, эти большие расходы и печатание денег приводят к тому, что все начинает надуваться и наполняться. Так, ну и вот солнечная энергия тоже стала заложником этой ситуации, потому что полупроводники в дефиците, цена на монокристаллический кремний просто прыгает вверх. А монокристаллический кремний — это ключевой актив для того, чтобы производить солнечные батареи. Соответственно, уже сейчас пошел значительный рост, и в ближайшее время, если предположить, что будет продолжаться рост цен на кремний, на полупроводники и на другие необходимые компоненты, то зеленая энергетика начнет буксовать. Но не только зеленая энергетика, но поскольку это тот росточек, который должен вывести мировую экономику на новый уровень, то, соответственно, вот это буксование, оно может очень отрицательно сказаться на всех процессах, которые протекают в мире. Так, друзья, но что касается российских событий, сегодня МГТС закрытие реестра для участия ГОСа, ТГК-1 то же самое, Абрау Дюрсо совет директоров, Россети, Руснефть, Транснефть, тоже совет директоров, ФСК ЕС, тоже совет директоров. Так, друзья, перейдем к графикам. Китайский фондовый индекс CSI 300 в районе верхов, вот, верхняя граница консолидации, он здесь пытается закрепиться. Был сегодня уже откат вниз, но этот откат выкупили, и на текущий момент движение, ну, скажем так, в районе нуля. Но в целом сам тот факт, что он не ушел даже к середине этой проторговки, говорит о том, что весьма вероятно завтра и в среду будет попытка пробить 5175 и двинуться вот сюда, вот в этом направлении. Достаточно позитивная ситуация по китайскому фондовому рынку на текущий момент. Так, Baltic Dry, недельный таймфрейм, начал он проседать. Это очень хорошо, потому что если он в диапазон 2000-1500 в ближайшее время не вернется, то мы увидим новые интересные цены повсюду, на все причем. Так, доходность американских десятилетних бумаг забуксовала, и это есть хорошо, потому что когда она не растет, возрастает вероятность того, что она начнет корректироваться, и это позитив на текущий момент, это позитив для мировых финансовых и фондовых рынков. Но должен сказать, не всегда имеет место быть такая зависимость, тут все достаточно сложно. Так, друзья, ну и вот стоимость нефти в рублях за баррель. Что мы видим? Ну, фактически уже, можно сказать, приблизились к тестированию исторического максимума, который был в октябре 2018 года. Еще немножко, еще чуть-чуть, и будет двойная вершина. А дальше уже вопрос, что возникает: пробой или коррекционный откат с значительной просадкой. Текущая ситуация очень позитивна для российского бюджета, он просто наполняется. Так, друзья, далее VIX, индекс страха, ужаса и волатильности, недельный таймфрейм ставлю. Ну, смотрите, здесь какая интересная ситуация. В пятницу он откатился и закрылся в районе 20.
это, в общем-то, достаточно локально позитивный момент, хотя было бы лучше, если бы он ушел на 19,5, ну да бог с ним. Но если мы посмотрим недельный график, здесь ситуация, она далеко не айс, то есть вот эта формация, которая возникла, она указывает на то, что пошло движение на рост, и цель этого движения растущего будет в диапазоне 35-36. Но это движение, скорее всего, произойдет не в ближайшую неделю-две. Здесь, я думаю, времени потребуется, ну, наверное, 2-3 месяца для того, чтобы реализовать это движение. Так, далее индекс доллара. Здесь ситуация очень интересная по нему. Если брать месячный таймфрейм, то по месячному таймфрейму индекс доллара закончил падать, можно сказать. То есть, да, есть вероятность того, что еще будет задерг и пробитие 89,2. Но текущая формация, которая здесь утвердилась, она указывает на то, что более вероятно, что от текущих значений пойдет рост, среднесрочный рост доллара против других валют. Опять же, обращаю внимание, если все-таки пойдет движение вниз и будет пробитие 89,2, 88,3 вот этого диапазона, то тогда этот сценарий на рост доллара против ключевых валют, он отменяется, и мы увидим дальнейшее проседание доллара, и здесь уже цель будет находиться в районе 80,3. Если переходить на дневной таймфрейм, здесь у нас попытка разворота и движения на 91,5, которое может реализоваться уже на этой неделе. Обращаю внимание, что если пойдет противоход и будет пробито 89,6, то этот сценарий роста доллара на текущей неделе будет отменен. Так, друзья, далее нефть, Brent. Беру месячный таймфрейм. Что мы видим? Мы видим, что нефть на 70 и забуксовала. Выше 70 идти не дают. Бьется она от 70, но ниже 60 ей тоже не дают уйти. Она, получается, сейчас колеблется в диапазоне 70-60. Если рассматривать недельный таймфрейм по нефти, произошел разворот, и сейчас должно начаться движение вниз. Тем не менее, дневной график, который, я думаю, здесь в большей степени прав, указывает на то, что по нефти, если не будет повторного задерга вниз с пробоем 64,5, нас ждет на этой неделе движение, цель которого 69,7. Однако, обращаю внимание, позиции спекулянтов SOT и FTC начали проседать, и тренд по ним негативный начинает набирать обороты. Вот. Здесь как бы есть ряд факторов, которые друг с другом противодействуют. С одной стороны, вроде бы волшебный российский физик закупился нефтью, с другой стороны, мы видим, что постепенно начинается выход из нефти со стороны американских спекулянтов. Но здесь какое решение напрашивается? Что в начале недели все-таки будет попытка отскочить, которая началась уже на самом деле на прошлой неделе в пятницу, и потестить в 69,7-70 заново вот этот диапазон, попытаться его пробить. Но если пойдет противоход и пробитие 64, то на этой неделе мы переместимся и будем уже торговаться в диапазоне, возможно, даже 60-64. Так, друзья, золото, дневной таймфрейм. Здесь все хорошо, несмотря на то, что индекс доллара угрожает развернуться, золото стремительно набирает обороты. Сейчас по золоту цель движения это, соответственно, 1942, уровень, который ранее мы неоднократно проходили. И более локальная цель это пробить 1900 и закрепиться. На текущий момент 1861-1860 выступает сильным сопротивлением. Если оно будет пробито, то вот этот рост захлебывается, и мы уходим по золоту на 1825-1821, вот сюда, вот в этот диапазон. Если переходить на часовик, здесь у нас по золоту идет импульс движения, цель которого потестить 1890 и попытаться пробить это значение. Так, друзья, далее серебро, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, по серебру здесь ситуация, в общем-то, она достаточно тривиальная. Есть уровень 27-25. Если этот уровень не пробивается, то сейчас мы находимся в фазе движения, у которой цель сначала 28,5, вот сюда вот сходить, это дневной таймфрейм, и потом сходить на 30,4, попробовать пробить этот пик и улететь в космос. Если все-таки 27-25 мы пробиваем на этой неделе, то следующая цель движения весьма вероятно будет попытка сходить на 26,3-26, вот сюда, в этот диапазон.
Так, ну вот переходя на часовик, у нас здесь четкая цель движения находится на 28,5, 28,6. Вот сюда, вот к этому значению. Ну и прямо здесь вот достаточно ясно видно 27-25. Если этот уровень будет пробит, то рост отменяется и действительно тогда развивается движение на 26. Но текущая ситуация в большей степени, с моей точки зрения, она способствует тому, что будет либо движение наверх, либо здесь будет боковик и потом движение наверх. Так, друзья, ну вот медь, что хотел сказать по меди. По меди таки свершился разворот. Исторический максимум переписали. И сейчас, вот на этой неделе, будет решаться вопрос 10100. Будет ли взято и произойдет ли на этой неделе закрепление. Если такового не произойдет, то нас ждет дальнейшее проседание. И здесь цель движения первая находится на 8780-8750, вот здесь в этом диапазоне. Ну и медь, казалось бы, и медь, и бог с ней, но дело в том, что это прокси на мировую экономику и на все, что связано с электроникой, и тем более с новыми зелеными технологиями. Поэтому если мы не удерживаемся на этой вершине, а здесь уже закрепляется разворотная формация, то это будет говорить о том, что в ближайшее время мировой пузырь начнет сдуваться ускоренными темпами. Вот. Ну, здесь фактор лета, скорее всего, он заморозит эту ситуацию, а вот осенью все развернется с новой силой. Так, друзья, ну вот и Палладий, смотрите, Палладий пытается отскочить. И если это движение сегодня получит развитие и сформируется движение на 2900, то, соответственно, для Норникеля это будет очень позитивно. Но для этого не должно быть пробито 2750. Соответственно, здесь на сегодняшний день для Норникеля достаточно благоприятно складывается ситуация, потому что сегодня весьма вероятно вот это движение оно состоится на 2870-2880. Так, друзья, евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Здесь все достаточно оптимистично. И на сегодня, если не происходит пробой 1,2160, у нас сегодня-завтра цель движения, которая находится на 22.32. Вот сюда вот. Так, друзья, рубль-доллар, USD Tomorrow, неделька. Ну, смотрите, здесь рубль-доллар замер, рублю укрепляться дальше не дают. А по дневному таймфрейму очень важно пробитие 73.67. Если оно сегодня-завтра происходит и здесь возникает закрепление, то следующая фаза движения будет вот сюда, вот 74.1. Однако на текущий момент он находится вот в этой консолидации, верхняя граница 73.65, нижняя граница 73.3. Если мы идем вниз и пробиваем, то здесь уже в самое ближайшее время возникнет движение сначала 72.7 и потом, соответственно, уход вот сюда вот на 71.9. Так, ну и вот часовик. Часовик у нас указывает на то, что идет поджатие. Когда такая модель по рубль-доллар возникает, она чаще приводит к тому, что возникает пробитие. И, соответственно, здесь, если мы сегодня получаем пробитие вот этого диапазона, у нас цель движения по рубль-доллар будет первая 73.9. В том случае, если пойдет здесь откат и произойдет пробитие 73.5, то вся вот эта формация, она выливается в движение на 73.38. Вот сюда вот. Так, евро-рубль, дневной таймфрейм, USD рубль tomorrow. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что идет попытка отбиться от нижней границы и сходить на 90,36. Так, ну вот часовик указывает на то, что должно пойти движение вниз на укрепление рубля. Если будет пробой 89,6 вот этого значения, то действительно мы движение на укрепление рубля с целью 89,46 весьма вероятно получим. Если пробоя сейчас с утра не будет, то нас ждет тестирование 89,76, и в случае пробития 90 прямо манит. Вот 90, сходить на 90, а дальше посмотрим. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, июньский фьючерс. Здесь идет движение, цель которого вот этот максимум переписать 157 600. Вопрос только в том, насколько успешно оно произойдет или не произойдет. Так, ну вот часовик у нас достаточно бодрый. Он указывает на то, что в ближайший час, два, три, если не будет пробития 155 100,
то нас ждет отсюда движение с целью 156 500. Вот сюда вот. Так, друзья, далее акции Сбербанк. Ну, смотрите, недельный таймфрейм. Да, по дневкам там были задерги, уход даже ниже 295. Но смотрите, неделька просто чудесная. 300 так и не пробили по недельке. То есть у нас получается сейчас есть все основания, если не будет повторного движения в диапазон 300-296, то соответственно отсюда у нас произойдет движение наверх. И цель этого движения будет потестить или пробить 320. Ну и по дневочке видим, здесь пошло движение. Первая цель этого движения 307 и потом попытка сходить на 320. Соответственно, все это отменяется, если идет пробитие вот этого диапазона 300-296. Если диапазон пробивается, Сбер идет вот сюда, вот к этой нижней границе 274. Так, ну и 4-часовик. Здесь у нас удержание уровня 300. Если он с утра будет удержан, то соответственно цель по Сберу 305,7. Вот сюда вот. Если этот уровень пробивается, то мы на сегодня уходим тестировать 296. Так, друзья, далее Газпром, месячный таймфрейм. Он первую фазу движения сделал. Теперь вопрос, удержится, не удержится. Так, ну вот дневочка здесь немножко страшненькая. Она указывает на то, что он должен сейчас, ну хотя бы на 240 сходить. Но здесь что примечательно? Примечательно здесь то, что есть уровень 255. Вот если этот уровень не пробивается, то все эти пертурбации, которые происходят, они приведут к дальнейшему набору и движению с целью пробить 268,5. Да, вот 4-часовик указывает на то, что в ближайший день-два ситуация определится. Если вот этого пробоя не возникает, то он здесь донабирает топливо и идет наверх. Так, друзья, далее ММК, дневной таймфрейм. Смотрите, ситуация очень интересная. Да, он вырос, да, он на хаях. Но здесь, судя по всему, пошел новый импульс движения, целью которого 69,5-70 вот сюда вот. Соответственно, сценарий отменяется, если здесь происходит откат вниз и пробитие 61,5. На текущий момент, если вот это значение не пробито, все откаты будут выкупать и пытаться его натянуть наверх. Но, как только возникает здесь пробой, движение вниз может быть очень стремительный. Он будет пытаться сходить на 53,6 вот сюда. Так, друзья, далее ВТБ, месячный таймфрейм. Но здесь, смотрите, действительно 4,6 копейки он пробил. По идее, он после этого должен сыпануться. Но если рассматривать дневной график, то у нас вот здесь вот произошел разворот. И поэтому в самые ближайшие дни, если будет пробитие и удержание уровня 4,73 копейки, то отсюда у нас пойдет фаза роста. Первая цель движения это 5 копеек. И в случае удержания здесь будет повторное движение на 5,5 и уход наверх. В каком случае сейчас вот этот разворот себя не оправдает? Если пойдет коррекционный откат и будет пробитие вот этого диапазончика 4,3, 4,4. Если это пробиваем, то можно сказать, что по ВТБ игра сыграна и он уходит на дно спать на 3,7. Друзья, все, основные идеи, основные акции. Спасибо за внимание. Всего наилучшего.